Чуть больше 10 лет назад, в августе 2014 года, из таежного села Олом пропал ребенок, которому не было 4 лет. Маленькая Карина, взяв своего щенка, отправилась за папой, который уехал в отдаленный район тушить пожары. Мама и бабушка малышки спохватились не сразу. Сначала они тоже думали, что девочка с отцом, а когда дозвонились до него, бросились искать. В итоге Карина нашлась через 12 дней. Песик вышел к людям, и по его следам нашли и ребенка. Как рассказала сама малышка, питалась все эти 12 дней ягодами, воду пила из рек. Состояние девочки было на удивление хорошим. Она, конечно, была истощена, но не критично. Мы уже рассказывали о том, что же едят и пьют коренные северные народы. А в этом видео покажем, откуда взялась сказка «Репка», почему на крестьянском столе чаще появлялась рыба, чем мясо, и поделимся знанием, почему запеканка из картошки называлась яблочницей. А если вы досмотрите это видео до конца, узнаете рецепт настоящего северного домашнего пива. Но прежде чем мы покажем старинные кушанья крестьян и бояр Крайнего Севера, подпишитесь на наш канал. Здесь вы найдете немало интересного, рассказы о самых экзотических блюдах и традициях северных народов, истории о таинственных и прекрасных уголках Земли и загадочных природных явлениях. А если вы активируете колокольчик, то точно не пропустите ничего интересного. Поехали! На севере считается, что к любой добыче охотник должен относиться с максимальным почтением. Все, что может быть съедено или использовано иным образом, нельзя выбрасывать. Мясо, добытое на охоте, варится или жарится на костре. Самыми лакомыми частями считаются мозг, язык, почки, мясо из-под спинных сухожилий и из задней части животного. Кости выскребают ножом до бела. Все субпродукты, пригодные в пищу, съедают. Южнее Чукотки даже глаза, как особое лакомство, отдают детям. Но все же у русских, переселившихся на северные земли, добытые на охоте животные были не главной пищей. Дело в том, что ехали сюда далеко не только охотники или те, кто мог стать оленеводом. Большую часть составляли крестьяне. Поэтому до сих пор очень важная пища здесь рыба, морская и проходная, то есть поднимающаяся по рекам для нереста. Вообще, очень многое дает тайга. На столе у северян, что 100 лет тому назад, что сейчас, особое место занимают различные дикоросы. Кедровые орехи, дикий лук, корни сараны. Последние, например, употребляют в разных видах: свежими, запеченными в золе, в виде пюре или лепешек. Отдельная история с ягодами: морожкой, брусникой, вороникой и черникой, которые также считаются лекарственными средствами. Морожку раньше заготавливали на зиму, замораживая ее или проваривая с солью. В пищу шла и мякоть стеблей дягельника. Ее запекали в углях или варили в сыворотке от оленьего молока, пока отвар не становился красным. Но, как ни крути, во все времена основным продуктом для жителей русского севера был хлеб. В это понятие, кстати, входили и пироги, и вообще любая выпечка. Следом в рационе стояли овощи, крупяные и мучные блюда, а только потом мясные кушанья. Самым распространенным огородным растением была репа. Знаменитая сказка «Репка» не случайно была записана в Архангельской губернии. Репу на севере издавна сеяли в полях, репищах. Они устраивались на участках, очищенных от леса, и использовались под пар. Посев на таком поле репы увеличивал урожайность хлебов на следующий год. Из этого же овоща делали и особый квас – репницу. Для него брался выбродивший сок или сусло, которое оставалось после запаривания сушеной репы. Кстати, пареная репа вообще была распространена повсеместно. Традиционным блюдом русского севера часто называют серые щи. Варили их из крошева, так называли облегающие качан зеленые листья. Перед приготовлением их заквашивали, пересыпая ржаной мукой. Завтрак у крестьян нередко состоял из шаник и каши, причем последние делали точно так же, как и сейчас, проваривая в воде или молоке и добавляя порой ягоды, орехи или мед. Из круп чаще всего использовали ячменную, овсяную, гречневую и пшенную. В некоторых уездах последняя считалась праздничным блюдом, ведь проса на русском севере почти не выращивали. Были в рационе северных крестьян и более экзотические блюда и напитки. Например, в Иркутске простой народ любил лакомиться сосновым соком. В лес за ним, как правило, шли женщины. Они счищали кору с сосен и тонкой железкой сдирали находящиеся под ней пласты небольшой толщины. А древесный сок, полученный таким образом, был хорошей заменой березовому.
Еще одно лакомство северорусского происхождения – сушеная и молотая черемуха, сваренная в квасном сусле. А еще в сусле варили бруснику, а стебельки маленьких папоротников солили и мариновали. Мясной рацион северорусских крестьян не так разнообразен. Но были блюда, которые подавались на боярский и даже на царский стол. Например, соленая говядина с квасом и тертым хреном, жареный бараний бок с кашей. Чуть менее изысканными считались жареные желудки, начиненные крупой или коровье вымя. Большой популярностью пользовался студень. Рецепт его приготовления сохранился неизменным до наших дней. А вот мясные щи с капустой и крупой или пироги с рубленой говядиной считались праздничными блюдами. Субпродукты, конечно же, тоже шли на стол. Например, для приготовления сальника мелко рубили печенку и другие потроха, добавляли яйца и молоко, заворачивали начинку в брюшную складку и запаривали все в плошке в печи. Широкое использование потрохов было связано с тем, что филейные части говядины, баранины и дичи крестьяне распродавали. Однако жаркое мясо или жареха тоже могло появиться на крестьянском столе. Изобилие дичи позволяло употреблять ее не только по праздникам, но рябчики, глухари и тетерева все-таки оставались той пищей, которую ели от случая к случаю, а не постоянно. А еще одной из особенностей кулинарной культуры русского севера было широкое распространение пивоварения. Главными ингредиентами для приготовления пива были вода, солод и хмель. Вкус напитка во многом зависел от качества воды, поэтому пивоварни часто располагались на берегах рек, у родников или около колодцев. Для приготовления солода использовали разное зерно, которое сначала замачивали в холщовых мешках в реке, затем проращивали, солодили, сушили и мололи. У крестьян северорусских губерний было два основных способа варки пива: в глиняной корчаге в домашней печи или в большой деревянной бочке, в которую опускали раскаленные камни, а потом в котле над костром на пивоварне или на улице. В общем, были на столе у северных переселенцев не только хлеб да каша. Наверное, современному человеку такой рацион мог бы показаться не слишком разнообразным, но некоторые рецепты вполне годятся и для праздничных застолий. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск, но сначала хотим задать вам один вопрос. Друзья, а вам когда-нибудь доводилось пробовать блюда старорусской северной кухни? Расскажите в комментарии, что это было и понравилось ли вам. Не забудьте подписаться на канал Ямал-Медиа и активировать колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Предлагайте свои темы для наших новых выпусков, и мы обязательно выберем самые интересные из них. С вами был канал Ямал-Медиа. До новых встреч!